В элитном районе Малибу, где океан встречается с роскошью, кипела подготовка к свадьбе года. Чарльз Уэстмор, молодой миллионер, заработавший состояние в сфере ИТ, собирался жениться на Кире Блейк, дочери известного продюсера. Вся лос-анджелесская богема с трепетом ожидала торжества. Дизайнеры, повара, флористы, пиар-менеджеры, каждый элемент церемонии был на грани совершенства. Кира, привыкшая к вниманию и власти, вела себя как королева. Ее капризы менялись быстрее, чем морской ветер. У нее было особое отношение к персоналу, холодное, пренебрежительное, временами жестокое. На третий день подготовки, когда убранство зала доводили до блеска, она заметила пожилую женщину в простой одежде, протиравшую мраморные колонны. Без тени сомнения Кира направилась к ней, недовольная тем, что эта старая стоит посреди будущей свадебной арки. Она резко выкрикнула что-то, что заставило даже обслуживающий персонал замереть. Женщина не сразу отреагировала, и тогда Кира ударила ее тыльной стороной ладони, как будто та была не человеком, а куском мебели. Женщина тихо отступила, не сказав ни слова, и покинула зал. Через 2 дня все пошло не так. Вначале исчез фотограф. Потом фейерверки были отменены, потому что кто-то перепутал дату. Платье Киры, привезенное из Парижа, оказалось порезанным, будто кто-то аккуратно прошелся лезвием по подолу. Гости начали отказываться в последний момент, указывая на несуществующие срочные дела. Музыканты не приехали. Цветы завяли в холодильных камерах, как по волшебству. Сама Кира проснулась в день свадьбы с обритой частью головы и густой черной краской, размазанной по лицу. Видеозапись, где она кричит на пожилую женщину и поднимает руку, внезапно оказалась в социальных сетях, став вирусной за считанные часы. Люди не знали, кто та женщина, но сочувствие было на ее стороне. Все завершилось появлением Стивена Сигала. Он не говорил, просто стоял в тени, наблюдая, как Кира в слезах и истерике металась по вилле, окруженной журналистами, адвокатами, разорванными контрактами и уничтоженной репутацией. В его взгляде не было злобы, только спокойствие человека, который знает цену тишине и точности. Он повернулся и ушел, не оставив ни следа, ни слов. Позже выяснилось, что ту женщину, которую ударила Кира, зовут Маргарет Сигал, и она мать Стивена. Кира исчезла с радаров светской жизни. Уехала в Аргентину, сменила фамилию и начала читать лекции о внутреннем исцелении и принятии кармы. Стивен же вернулся к своим делам. Ему не нужны были камеры, суды или извинения. Он сделал то, что считал нужным. И сделал это так, что Кира запомнила на всю жизнь. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов. В элитном районе Малибу, где океан встречается с роскошью, кипела подготовка к свадьбе года.